о внеземном влиянии и происхождении человека как ангельских людей-хранителей Земли. Влияние серых. К сожалению, история нежелательного внеземного влияния в вашем царстве не заканчивается попыткой рептилоидных сущностей из системы драка удерживать существующее энергетическое и измеренческое равновесие. Их цель — поддерживать человечество в состоянии низкой вибрационной частоты, удерживать сознание в рамках третьей плотности и не позволять естественному восходящему потоку эволюции разворачиваться в полную силу. Но на этом влияние не завершилось. В последующие эпохи вмешательство стало более навязчивым, скрытным и даже тревожным. Появилась новая сила, имеющая иные цели, действующая с хладнокровной методичностью и отстраненной логикой, чуждой самой сущности земной жизни. Эти существа не происходят из этой планеты и не являются частью ее кармического пути. Их присутствие и вмешательство носят искусственный, внешне внедренный характер. Эти инопланетные сущности известны в массовом сознании как серые, те самые, чей облик часто воспроизводится в народных рассказах о похищениях, экспериментах и контактах с НЛО. Серые представляют собой гуманоидную расу, некогда обладавшую богатым эмоциональным спектром, но потерявшую его вследствие технологического пути развития, ориентированного исключительно на логику, контроль и выживание. Их тело биомеханичны, их мышление коллективизировано, их души в значительной степени оторваны от живой связи с источником. Потеряв способность к духовному обновлению внутри собственной цивилизации, они обратили взор на молодые биологические виды, в которых все еще бушует искра божественного огня, и человечество стало одной из таких целей. Серые не питают злобы в человеческом понимании, но именно это делает их еще более опасными. Их действия холодны, целенаправленны и бесстрастны. Они используют генетические эксперименты не ради прогресса или научного любопытства, а как попытку восстановить утраченное через нас. В этом процессе они внедряли свои элементы в человеческую ДНК, экспериментировали с гибридами, воздействовали на энергетическую структуру человека, особенно на тонкие тела и чакровую систему. Они стремились не только получить доступ к жизненной энергии Земли и ее хранителей, но и к самому коду духовной эволюции. Ведь человек — не просто биологическое существо. Человечество изначально зарождено как ангельская форма жизни, спроецированная в материю для охраны и пробуждения планетарного сознания. Люди — это хранители, светоносцы, потенциальные мастеры энергии, способные пробудить планету до уровня живого сознания. Именно поэтому вмешательство серых особенно изощренно. Они не разрушают напрямую, они искажают, перенаправляют, контролируют. Многие из вас ощущали их присутствие во снах через странные воспоминания, потерю времени, непонятные страхи. Некоторые чувствовали, как будто кто-то наблюдает, как будто часть вас была где-то не здесь. Это все отражение контакта на астральном уровне, где они действуют особенно активно. Они работали в обход воли, используя психоэнергетическое влияние, гипнотические программы и даже внедрение ментальных имплантов, чтобы ограничить память, снизить вибрации, отрезать человека от интуитивного восприятия истины. Однако есть и другая сторона. Серые не всесильны. Они действуют в рамках космических законов, которые не позволяют прямого подчинения суверенной души. Именно поэтому их влияние становится сильным лишь там, где человек отказывается от своей ответственности, от своей связи с источником, от своей божественной сути. Там, где царит страх, там, где отсутствует осознанность, туда могут проникнуть тени.
И все же, несмотря на эти вторжения, пробуждение человечества невозможно остановить. Ангельские корни человека, как хранители Земли, глубоко вплетены в ткани планеты. Каждый пробужденный, каждый, кто вспоминает себя как божественную искру, как носителя света, становится препятствием на пути тьмы. Серые — это напоминание, что путь утраты чувств, духовности и любви ведет к пустоте, а не к развитию. Наступает время, когда истина поднимается из глубин. Когда человечество снова смотрит на звезды не с трепетом перед внешними силами, а с осознанием: мы уже часть космоса, и наша суть неотделима от вечности. Мы здесь не случайно. Мы пришли не как жертвы. Мы пришли как ангелы в телах, чтобы восстановить свет, чтобы восстановить баланс, чтобы защитить Землю и пробудить ее душу. On extraterrestrial influence and the origin of humans as angelic Earth guardians. The influence of the Greys. Unfortunately, the story of unwanted extraterrestrial influence in your realm does not end with the attempt by the reptilian entities of the Draco system to maintain the current dimensional status quo and keep consciousness confined to the third density. Their aim has long been to trap humanity in a state of low vibrational frequency and prevent the natural, ascending flow of evolution from unfolding. But this was not the final interference. In later epochs, a more insistent, covert, and perhaps even more troubling intervention emerged. A new force appeared, one with entirely different goals, acting with cold, methodical detachment alien to the very essence of earthly life. These beings do not originate from this planet and are not part of its karmic path. Their presence and interference are artificial, externally inserted. These extraterrestrial entities are widely known in the public mind as the Greys, those same beings often depicted in stories of abductions, experiments, and UFO encounters. The Greys are a humanoid species that once possessed a rich emotional spectrum but lost it as a result of a highly technological evolutionary path focused solely on logic, control, and survival. Their bodies are biomechanical, their thinking collective, and their souls largely severed from any living connection to the source. Having lost the ability to spiritually regenerate within their own civilization, they turned their gaze to younger biological species in which the divine spark still burns, and humanity became one of their targets. The Greys do not harbor malice in the human sense, but this makes them even more dangerous. Their actions are cold, calculated, and devoid of empathy. They conduct genetic experiments not out of curiosity or a thirst for progress, but as a desperate attempt to restore what they've lost, through us. In this process, they have inserted elements into human DNA, experimented with hybrids, and influenced the energetic structure of humans, particularly the subtle bodies and chakra system. Their goal is not only to access the life force of Earth and its guardians but also the very code of spiritual evolution. For humans are not merely biological beings. Humanity was originally seeded as an angelic form of life, projected into matter to protect and awaken planetary consciousness. Humans are guardians, light-bearers, potential masters of energy, capable of awakening the planet to the level of a living, conscious being. That is why the Greys' interference is especially insidious. They do not destroy directly, they distort, redirect, control. Many of you have sensed their presence in dreams, through strange memories, lost time, or unexplained fears. Some have felt as if someone was watching, as if a part of you had been somewhere else. These are reflections of contact on the astral level, where they operate most actively.
They worked by bypassing your will, using psychoenergetic influence, hypnotic programs, and even the implantation of mental devices to block memory, lower vibrations, and sever people from their intuitive perception of truth. Yet, there is another side to this. The Greys are not omnipotent. They act within cosmic laws that do not permit the direct domination of a sovereign soul. That is why their influence becomes strong only where the human voluntarily abandons their responsibility, their connection to the source, their divine essence. Where fear reigns, where awareness is absent, that is where shadows can enter. And still, despite all these intrusions, the awakening of humanity cannot be stopped. The angelic roots of human beings, as Earth's guardians, are deeply woven into the fabric of the planet. Every awakened soul, every person who remembers themselves as a divine spark, a bearer of light, becomes an obstacle to the advance of darkness. The Greys are a reminder that the path of lost emotion, lost spirituality, and lost love leads not to evolution, but to emptiness. Now is the time when truth rises from the depths. When humanity looks to the stars not with fear of outside forces, but with awareness, we are already part of the cosmos, and our essence is inseparable from eternity. We did not come here by accident. We did not come as victims. We came as angels in human form, to restore light, to restore balance, to protect Earth and awaken her soul.